Здравствуйте, дорогие рукодельницы, мои любимые подписчики и гости канала. Сегодня буду показывать 3 способа утилизации маленьких лоскутков, обрезочков, кусочков ткани, которые жалко выбросить. Для первого способа я беру клеевую ткань, флизелин. На этой ткани маленькие точечки клея. Вот я не знаю, видно или нет, но они есть. И вот этой клеевой стороной, с точечками клея, я кладу ткань наверх и буду пришивать полосочки. Вообще такой известный способ утилизации, но в основном часто используют бумагу для этого. Мне не нравится бумага, потому что ее, во-первых, отрывать надо, а во-вторых, после того, как оторвешь, становится нестабильная эта заготовка. На ткань, если нашивать, есть тоже такой способ, то заготовка становится значительно толще. А вот если на клеевую ткань нашивать, толщины особо не прибавляется, а зато после отглаживания заготовка остается нормальной толщины и при этом сохраняется ее стабильность. Хочу обратить ваше внимание, что во время пришивания к флизелину полосочек ткани я не пользуюсь утюгом. Это очень удобно, потому что не нужно каждый раз вставать от машинки. И я просто пальцем разравниваю шовчик, чтобы ровно ложилась следующая полосочка. Полоску флизелина я взяла шириной 15 сантиметров, но можно любую ширину брать. Вот я нашила на полоску флизелина и заглаживаю всю свою эту красоту. И становится очень хорошая стабильная заготовка. Краешки мелкие вот эти вот обрезаю лоскуточки. Их я тоже выбрасывать не буду. Мой внутренний хомяк мне просто не дает выкинуть ни одного клочка ткани. Может быть, это и смешно. Вообще-то для многих портних, швей это вообще просто мусор. Но у меня все идет в дело. Вот так вот я складываю. Я нашила таких несколько. У меня много было полосок. Еще даже немножко осталось, но мне нужно привести в порядок все свои эти залежи, завалы, потому что эти лоскутки растут просто как снежный ком. Чем больше шьешь, тем больше лоскутков, и нужно что-то с ними делать. Вот у меня совсем чуть-чуть осталось, там в основном однотонные всякие ткани остались, поэтому я их убираю до лучших времен. Вот у меня остались более крупные лоскутки и более мелкие. Из более крупных у меня следующий способ. Это называется крамп-квилт. У меня есть подробное видео по этой технике. Я в описании обязательно оставлю на него ссылочку. А здесь у меня такой в 4 раза ускоренный, сжатый концентрат этой техники. Мы берем вот эти вот маленькие кусочки, сшиваем их между собой на полоски, потом разрезаем, получается примерно одного размера, кусочки двойные и уже двойные сшиваем. И таким образом постепенно у меня все это дело превращается в единое полотно, которое тоже можно использовать где-то в проектах. Для большей стабильности такой заготовки сзади тоже можно ее приклеить на флизелин. И таким образом она будет устойчивая, стабильная. А мы переходим к следующему способу. Это пицца, но пицца необычная. Во-первых, эту пиццу можно делать совершенно любого размера, а во-вторых, это пицца кусочками. Ну что, я вас заинтриговала? Ну давайте смотреть. Я взяла остатки органзы, которые использовала вот в своих работах. В основном это для пиццы я использовала, но в течение нескольких лет у меня скопилось 6 разных цветов. И вот я их размечаю на квадратике. Размер квадратиков совершенно не важен. Я делаю 19 на 19, но это не имеет никакого значения. Вы делаете такие квадратики, какие удобно вам. Я просто посмотрела вот по размерам своих вот этих вот кусочков и решила делать вот такие. 6 разных цветов. И здесь я тоже также буду использовать клеевую ткань. Режу ее тоже на квадратики. Девочки, мне многие в комментариях писали, что клеевая ткань, флизелин очень дорогой. Но нет, не такой уж он дорогой. Я вот купила, в последний раз я купила 3 куска, 1,5 на 1,5 за 60 рублей за кусок. На 180 рублей я купила очень много флизелина. Это меньше $1 за кусок. Я не знаю, может быть, вам надо поискать просто нормальный магазин. Беру вот клеевой стороной наверх, а сверху кладу квадратик органзы. Зашиваю с 3 сторон, одну сторону не зашиваю. Припуски делаю около сантиметра. И теперь вот сюда, вот в этот конвертик получившийся, кладу свои самые мелкие лоскуточки, обрезочки. Вообще это, можно сказать, мусор совершенный, но при этом он мне пригодится.
Для того, чтобы удобнее было, вот лучше использовать какой-нибудь карандашик, ручку. Рукой не очень хорошо получается распределять. Я потом вот все остальные квадратики не на камеру уже использовала ручку, для того, чтобы более равномерно распределить эти квадратики. У меня клеевая ткань, но если у вас дорогая она, то можно использовать обычную ткань. Так как такие кусочки маленькие, то после заглаживания они все равно более-менее стабильные и ничего особо не высыпется, потому что закрыто с 3 сторон. Заглаживаем все, чтобы примялись вот эти все лоскутки, обрезочки. И в результате у меня получается вот в 6 цветах вот такие вот конвертики. Дальше я буду их стягать. Вообще можно стягать как угодно. И обратите внимание, у меня вот это, где швы, припуски, они все тоненькие, без лоскутков. И, соответственно, мне сшивать их будет очень удобно. Машинка не напряжется, как говорится. Разные совершенно, очень красивые получаются эти квадратики. Ну, иду стягать. Стягать сначала зашиваю вот этот вот незашитый край. И стягать можно совершенно по-разному. Вы можете взять, кто владеет свободно-ходовой стежкой, сделать свободно-ходовую стежку красивую. Я решила, что буду делать так, чтобы и новички тоже справились совершенно прямыми строчками. Закрепляю все эти лоскуточки, кусочки внутри, и в результате у меня получается вот такая вот красота. Я двумя способами, если честно, вот такими прямыми линиями, и еще я стягала немножко другим способом. Я делала строчку по периметру, отступив 2 сантиметра от края. Когда доходила до предыдущей строчки, тоже не доходя 2 сантиметра, заворачивала под прямым углом и так вот продолжала, пока не приходила к центру вот этими квадратиками. Тоже совершенно простая стежка, но симпатичная. Начинаю сшивать свои заготовочки. Сначала сшиваю между собой, чтобы получились ряды, а после того, как я сделала несколько рядов, я сшиваю ряды между собой. Лучше, конечно, особенно для новичков, да и не только для новичков, лучше сколоть булавочками так, чтобы швы совпадали. И смотрите, какая получилась красота. У меня это получилось, я сделала 2 заготовки, пока их не сшивала, потому что я прям растерялась. Обычно я из спицы делаю для собаки коврики, потому что, ну, собаке-то вообще все равно, а там все-таки, ну, все-таки, как ни говори, а это какой-то мусор прямо. Пыль там и все такое. Конечно, после стирки эта пыль вся исчезнет, но в этот раз получилась такая красота, что у меня закралась мысль, а не сделать ли мне из этого одеяло. То есть, если я сошью 2 этих заготовки между собой, то в результате получится такой хороший центр для одеяла, по краям сделать еще каких-то ярких тканей, и в результате на синтепон все это дело простегать в шов, и будет красота. Смотрите, какая она яркая, нарядная. Короче, советуйте мне сделать мне из этого одеяло или какое-то покрывало, или все-таки сделать 2 коврика для собаки, которые всегда нужны коврики. Она их периодически пожевывает, а я ей периодически новые делаю. Тут еще в зависимости от освещения они иногда прям так сияют, эти квадратики из органзы. Просто чудо получилось. Мне очень нравится. Девочки, если вам тоже нравится, если вы нашли что-то полезное для себя или новое, ставьте лайк, пишите свои комментарии. И большое спасибо всем, кто досмотрел до конца.